Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Израиль. Тропа Швиль-Израэль. Поход по национальной тропе Израиля стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этом походе его попутчицей стала Майнур Клементьева. Идею создания туристического маршрута, проходящего через весь Израиль, предложил в 1985 году Авраам Тамир. Тропу Швиль-Израэль прокладывали тысячи добровольцев, как израильтян, так и иностранцев. Это не просто тропа, а общенациональное достояние и предмет для гордости. Она начинается в кибуце Дан на севере Израиля у стыка границ Ливана и Сирии, затем проходит через Верхнюю и Нижнюю Галилею, Генесарецкое озеро, гору Кармель, Средиземноморское побережье, Иудейские горы, пустыню Негев и заканчивается в Эйлате на берегу Красного моря. Протяженность тропы Швиль-Израэль 960 километров. Идущим по тропе путешественникам предстоит пройти мимо древних городов Кесарея и Аполлония, посетить исторические места, увидеть руины древних набейских и римских укреплений, зоны археологических раскопок. Часть тропы идет по участкам построенной римлянами дороги, по местам, где жили и проповедовали древнееврейские пророки, где Иисус Христос и апостолы распространяли благую весть. Поход по тропе дает уникальную возможность пройти по их стопам, и именно так, как это делали они — пешком. Рельеф тропы Швиль-Израэль очень разнообразный. Горы и кратеры, овраги и поля, ущелья и песчаные барханы, финиковые рощи и пляжи, пастбища и фруктовые сады, реки и озера, ручьи и подземные источники. Здесь есть все. Если чего-то и не хватает, так это питьевой воды. В Израиле пьют опресненную на специальных станциях морскую воду. Она не такая вкусная, как натуральная, но безопасная для питья. В тех редких случаях, когда используется неочищенная вода, например, для поливов фруктовых деревьев, рядом обязательно устанавливаются предупреждающие таблички. Заповедников в Израиле, вероятно, больше, чем в любой другой стране мира. Если, конечно, считать их по количеству, а не по занимаемой ими территории. Если рядом растет сразу 3 дерева, это уже национальный парк. Самые большие по площади заповедные территории находятся в пустыне Негев. В заповедниках запрещается рвать траву и цветы, рубить деревья, разводить костры, устанавливать палатки и даже просто находиться на их территории в ночное время суток. В больших национальных парках, которые за один дневной переход пересечь невозможно, выделены специальные площадки для кемпинга. Но и там костры разводить запрещено. Тропа маркирована трехцветными знаками. 3 полоски по цвету и расположению сильно напоминают российский флаг. Но это сходство чисто случайное. Цвета имеют иное символическое значение. Белый — это гора Хемрон, синий — Тивериадское озеро, оранжевый — пустыня Негев. Троп в Израиле очень много, самых разных. Они отмечены синими, зелеными, черными, красными значками. Иногда тропа Израиля частично совпадает с каким-то другим пешеходным маршрутом. В этих случаях идти нужно не по трехцветным меткам, а по двухцветным. Лучшие сезоны для похода по тропе — весна и осень. Летом чересчур жарко, зимой мокро и холодно. Швиль-Израэль можно пройти за срок от 40 до 60 дней, в зависимости от уровня физической подготовки. Авторы путеводителя, который в просторечии называют «Красной книгой», рекомендуют делать это за 48 дней, плюс несколько дней выделить на отдых и осмотр достопримечательностей. Тропа разбита на однодневные участки. Они рассчитаны так, чтобы, стартовав рано утром, пешеход к вечеру смог дойти до места, где есть гостиница, организованный кемпинг или хотя бы площадка для установки палатки. И самое главное — кран с водой. Рестораны и закусочные на тропе встречаются редко, бакалейные магазины чаще, но все равно продукты приходится закупать сразу на несколько дней и носить в рюкзаке. Готовить пищу можно только на газовой горелке. Костры почти везде разводить запрещено.